Здравствуйте, дорогие гости и зрители канала Татьянин день. Каждый человек когда-то ощущает боли в спине, но не все знают, что это может быть признаком не только физического заболевания, механических повреждений или каких-либо дегенеративных изменений. Причиной психосоматических болей является мышечный спазм, в том числе мышечно-тонический синдром, появляющийся в ответ на стрессовую или тревожащую ситуацию. Такой спазм провоцирует болевые ощущения, усугубляя ситуацию. Иногда через такие ощущения Вселенная пытается нам подать знак, указывая, на что следует обратить внимание, ведь тело человека напрямую связано с его сознанием и подсознанием. Проблемы в духовной и ментальной сфере отражаются на опорно-двигательном аппарате. Спина человека отражает его характер и силу духа. Недаром в психологии принято считать, что позвоночник олицетворяет наш внутренний стержень. Тот, кто легко смотрит в глаза страхом, быстро приспосабливается к жизненным обстоятельствам, имеет мощную поддержку со стороны, не мучается никакими проблемами со спиной. О чем же говорят боли в спине? Первонаперво болезненные симптомы в области спины свидетельствуют о неуверенности в своих силах, страхе перед будущим, перегруженности обязательствами. Такие люди редко кому доверяют, стремятся все держать под контролем, не умеют полагаться на жизнь. Также следует искать причину в зависимости от того, в каком месте спины возникают болезненные ощущения. Правая часть спины отвечает за наше сознание, левая – за подсознание. Верхняя часть спины объединяет эти сферы. Средняя часть спины – место концентрации энергии. Боль в этом месте говорит о неправильном распределении энергии. Боли внизу спины – это сигнал от подсознания, что человек слишком озабочен материальной сферой, испытывает страх перед финансовыми трудностями. Живет в постоянном стрессе от мысли, что денег не хватит. Возможно, он остался единственным кормильцем в семье, потерял крупную сумму, лишился финансовой подушки и от этого постоянно нервничает. Чтобы устранить боль, придется переосмыслить свое отношение к деньгам, довериться потоку жизни, который не оставит в беде, но все сделает лучшим для вас образом. Боли в средней части спины. Боли в этой области говорят о чувстве вины, которое не хочет отпускать человека. Подумайте, почему вы так держитесь за свое прошлое? Что не дает вам себя простить? На каких событиях зациклен разум? Вернитесь к болезненному моменту и попросите у себя прощения. Важно отпустить ситуацию, переосмыслить полученные уроки и позволить себе двигаться дальше. Жизнь продолжается. Вы уже давно не тот, кем были прежде. Боли вверху спины. Болезненный очаг в этой области выдает человека, который нуждается в моральной поддержке и любви. По какой-то причине он не чувствует себя нужным, его преследуют мысли об одиночестве, брошенности, непонятости и нереализованности. Отсутствие подлинной близости заставляет таких людей закрываться от окружающего мира, тогда как нужно делать наоборот – искать причины, чтобы влюбляться в жизнь заново, помнить, что Вселенная всегда на вашей стороне. Существуют психологические причины и нарушения осанки. Сутулость выдает людей, которые боятся жить и свободно выражать свои мысли, чувства, настроения. Такие зачастую сами придумывают какие-то рамки и заставляют себя им соответствовать. Также позвоночник искривляется у людей, которые отказываются от себя, своих целей и желаний, плывя против течения. Они почему-то решили, что не имеют права быть собой, что должны угождать представлениям окружающих, носить маски, даже если их об этом не просили. Чтобы избавиться от сколиоза,
лордоза и прочих прелестей, придется посмотреть на себя со стороны, учиться заново доверять жизни, бороться за свои мечты и не бояться отстаивать то, что для вас важно. Чем больше уверенности в себе и удовольствия от полученной свободы, тем ровнее осанка. Плечи, кстати, символизируют способность человека принимать жизнь со всеми ее встрясками и сюрпризами. Чем больше у человека страхов, тем более они покатые, выдавая внутреннюю слабохарактерность и беспомощность личности. Если продолжать видеть во всем неприятности и безнадегу, есть риск так и остаться жить с кривой осанкой. Также бывает, что сутулость связана с тотальной неуверенностью в себе, когда рядом с нами живут люди, которые давят своей энергией, требованиями и постоянными придирками. В таком случае тело как бы закрывается от источника дискомфорта, прячется от ругани и неприятных слов, а нужно делать наоборот. Распрямлять плечи, поднимать подбородок и всеми силами излучать уверенность, учась отстаивать себя и свои принципы. Если ни одна из перечисленных причин не подошла, подумайте, как давно вы просто устраивали себе отдых. Ежедневный стресс подавляет психику, приводит к профессиональному выгоранию, хронической усталости. Большое количество обязанностей, которые мы взваливаем на спину, могут быть трудной ношей. Не переоценивайте свои возможности. Может быть, пришло время распрощаться с какими-то обязательствами, обидами, исчерпавшими себя отношениями. Попробуйте понять, какие области жизни вас тяготят, какие эмоции они вызывают. Освободитесь от этого груза, поплачьте, выговоритесь, освойте медитацию, попробуйте выразить себя в творчестве. Не копите невысказанных обид, уважайте свое тело. Старайтесь избавиться от таких чувств, как злость, ненависть, гнев, ревность. Они действуют на нас разрушающим образом. И боль в области спины может быть самым первым звоночком Вселенной. Благодарю вас за просмотр. Если понравилось это видео, то ставьте класс, подписывайтесь на канал. Желаю вам мирного неба, здоровья, благополучия. До скорой встречи в новых видео.